Приветствую вас на канале Wow Nails Design. И в этом видео хочу поделиться с вами, покажу мастер-класс на вот такой вот маникюрчик в стиле шоколадки Milka. Следующий наступающий Новый год у нас год быка, а соответственно на ноготках в маникюрчиках будут проскакивать коровки. Кто не помнит, покажу обертку этой шоколадки и та самая муза бело-фиолетовая коровка Milka. Я, как всегда, интерпретировала в своем стиле, чтобы все блестело и было вкусно. Итак, приступим. Первый ноготок перекрыт в качестве подложки фиолетовыми блестками, просушила их и перекрыла глянцевым топом без липкого слоя. И на жидкий топ посыпаю сыпучие фиолетовые блестки, даю им время чуть утонуть в топе и стучу по пальчику, чтобы осыпались излишки. Затем сушу ровно 1 минуту. Сыпать блестки удобно над небольшим листочком и с них потом же вернуть их обратно в баночку. Ноготок у меня высох и жесткой щеточкой счищаю излишки блесток, чтобы ничего не цеплялось. Следующий вариант дизайна. Ноготок перекрыт в качестве подложки фиолетовым гель-лаком. Все названия ссылки найдете в описании под этим видео. И перекрыла ноготок под втирку глянцевым топом без липкого слоя. Идеально выровняла, просушила 1 минуту топ и втираю вот такую лиловую фиолетовую втирку. Вглаживаю ее аппликатором. Мне кажется, без втирки на Новый год точно нельзя обойтись. Получается такой металлический красивый блеск. Смахиваю излишки втирки кисточкой. И для того, чтобы втирка хорошо носилась, обязательно подпиливаю пилкой торец, смахиваю пыль, промазываю торец ультрабондом обязательно и уже после этого перекрываю ноготок глянцевым топом без липкого слоя. Лучше взять топ поплотнее, специально для втирок или слайдеров, и сушу 1 минуту. И теперь белой гель-краской для стемпинга. Почему для стемпинга? Потому что она очень плотная. Буду писать надпись. Я визуально отмеряю слово Milka, чтобы мне хватило длины ноготка. У меня перед глазами лежит обертка этой шоколадки Milka. Но в принципе вы будете делать уже по моему видео, и это будет гораздо проще. Но скажу честно, эту надпись не супер быстро она пишется. Я видео ускорила, конечно, чтобы не заскучали и не растягивать вот это вот. Но минут 5 я эту надпись точно писала. Если часто ошибаетесь, боитесь, что будете ошибаться, лучше писать по одной букве, либо там по одному элементу и промежуточно просушивать, чтобы в случае неудач не пришлось исправлять всю надпись, а стереть только кусочек. Я просушила 1 минуту гель-краску и перекрыла глянцевым топом без липкого слоя. Следующий вариант дизайна для нашего фиолетового маникюра с коровкой – это кошачий френч. На молочную базу, камуфлирующий или молочный гель, перекрываю кошачий глаз с серебристым оттенком и представляю магнит ребром, тем самым прорисовываю вот такой вот кошачий френч. Просушиваю его в лампе ровно 1 минуту. Мой кошачий глаз не имеет остаточной липкости, поэтому я сразу же в него втираю втирку, такую вот лиловую, фиолетовую. Если же ваш гель-лак магнитный с эффектом кошачий глаз имеет все же остаточную липкость, тогда перекрываем топом, как под втирку, глянцем без липкого слоя, и уже в него втираем втирку. Чтобы придать более четкую границу этому френчу, я салфеткой, смоченной хорошо в спирте, протираю, тем самым делаю вот такую четкую границу и более ровную, если где-то есть изъяны. Очень красивое залипательное сочетание вот этого хрустального жемчужного френча и вот такого металла этой втирки. Перекрываю ноготок глянцевым топом без липкого слоя. И ставлю сушиться в лампу ровно на 1 минуту. И следующий вариант дизайна – имитация окраса коровки. Вот такие вот пятна. В качестве подложки ноготок перекрыт белым гель-лаком. Обязательно его обезжирила после того, как он просох, чтобы он не линял, когда будем прорисовывать вот эти вот пятна. И таким темно-фиолетовым наставляю в такой хаотичной форме большие и мелкие несколько пятен. Где-то штук 5-6 будет помещаться на ноготке. Где нужно, дорабатываю кисточкой. Слой гель-лака должен быть равномерным, не бугристым, без затеков. Это у нас такие пятна, как бы подложка. Сушим их 60 секунд. Обязательно обезжириваем, чтобы они не красились, не расплывались. Перекрываю матовым топом. Далее в эти пятна буду втирать втирку. И чтобы втирка не просвечивала вот этот белый гель-лак, а была литым таким плотным пятном, в качестве подложки я сделала эти фиолетовые пятна. Я просушила 1 минуту
минуту матовый топ и по матовому топу обрисовываю опять эти пятна уже глянцевым топом без липкого слоя, тот, что используем под втирку. Чтобы пятна эти не растекались, не затекали, промежуточно по паре, по тройке пятнышек можно просушивать, фиксировать в лампе хотя бы 10 секунд. Кисть у меня для подмалевков, не стоит брать сильно тонкую кисть, лучше взять пошире, но с тонким кончиком. Таким образом обрисовываю, прокрашиваю топом все пятнышки и ставлю сушиться в лампу ровно на 1 минуту. И затем втираю втирку, вглаживаю ее аппликатором. И получаются такие достаточно насыщенные, сочные, металлические фиолетовые пятнышки. Излишки втирки смахиваю кистью аккуратно, тщательно. И теперь эти пятна запечатаю, перекрою топом без липкого слоя. Лучше взять топ погуще, он так будет меньше растекаться, удобнее будет перекрыть, прорисовать эти пятна. Кисть у меня для подмалевков, не самая тонкая, поэтому получается ей очень удобно и достаточно быстро. Все пятна прокрасила топом, просушиваю топ ровно 1 минуту и затем обтираю от остатков втирки салфеткой, смоченной в обезжиривателе либо в спирте. И вот такой ноготок белый матовый с металлическими фиолетовыми пятнами. И наконец-то подобрались к коровке. И в качестве подложки ноготок перекрыт фиолетовым гель-лаком. Я его обезжирила, хорошенько тщательно забафила. Это нужно для того, чтобы хорошо рисовал простой карандаш. Вытерла от пыли обязательно. Вот такой вот матовый ноготок у меня получился. И на палитру у меня такой треугольничек нанесла гель-лаки. Насыщенный, сочный, яркий, фиолетовый. Достаточно такой темный, даже чернильный, я бы сказала, фиолетовый. Розово-бежевый. Темный шоколад, темно-коричневый, белый и пару-тройку капель глянцевого топа. Все названия материалов, которые использовала я, оставила в описании под видео. И теперь тонким простым карандашом рисую эскиз. Провожу вот такой по диагонали ноготка как бы направляющую и рисую своего рода такой усеченный треугольник, как бы трапеция, но вытянутый достаточно треугольник. Рисую нос. У коровы он достаточно большой, где-то 4 на 6 миллиметров, такой вот овал. И прорисовываю примерно, набрасываю саму мордочку, шириной где-то на 1 сантиметр получается. По центру ноготка получается глаза. Знаю, что видно плоховато, прорисовываю рога и намечаю ушко где-то шириной 5 миллиметров оно, но сильно яркая эта прорисовка не должна быть. Далее закрашиваю эту прорисовку, обрисовываю сначала контур, белым гель-лаком обрисовываю. Кисть у меня для подмалевков, ею удобно, большую площадь можно раскрасить. Кисть должна быть достаточно мягкой, гель-лак очень плотный. Обрисовала контур и закрашиваю уже область в центре. Просушиваю 30 секунд, этого будет достаточно. И розово-бежевым прокрашиваю, прорисовываю такой подмалевок носа этой коровки. Промежуточно нос можно просушить, но я раскрашиваю тем же цветом еще рог коровы. И после этого сушу 10 секунд. 10 секунд будет достаточно. Смешиваю этот бежево-розовый с темным коричневым. Получается такой вот средний цвет. Наставляю вот такую вот тень, размываю топом. Кисть обтерла от гель-лака, набрала топ и топом аккуратненько размываю. Получается вот такой плавный переход. Тень на носу коровы. Промежуточно каждый элемент просушиваю по 10 секунд. Но я раскрашиваю тут у меня один цвет. Таким же образом вот так вот рог делаю ему. Тень, объем придаю. Прокрасила этим темным только с правой стороны рога. Растушевала топом и просушила 10 секунд. Далее намешиваю еще чуть больше коричневого. И вот так совсем небольшой, почти по контуру немножечко прокрасила. И также топом растушевываю. Прям небольшая такая тень в самом верху носика. Сушу 10 секунд и таким же образом придаю объем еще чуть больше коричневого, чуть потемнее. Как бы по контуру обвожу рог с правой стороны и растушевываю топом. Промежуточно сушу несколько секунд. Далее смешиваю фиолетовый с темно-коричневым и чернильный, и ярко-фиолетовый. Такой получается коричнево-фиолетовый. И тоненько обрисовываю по контуру нос нашей коровы. И затем топом аккуратненько как бы растираю, обтираю, тем самым получается он немножечко растушеванный и тонкий-тонкий контур вокруг носа. Набираю темно-коричневый, промежуточный контур носа просушил несколько секунд и темно-коричневым, темно-шоколадным нарисовала ноздри и обвела
рог с правой стороны. Промежуточно просушила эти элементы, смешиваю ярко-фиолетовый с белым гель-лаком и таким бледно-сиреневым прорисовываю такие вот тени. Наношу сначала полосы, а затем их растушевываю при помощи топа на кисти. Не должно быть никаких четких нигде полос. Обязательно растушевываю этот бледно-сиреневый, промежуточно подсушиваю. Темно-коричневым наставляю вот так слегка еле видимые как бы подмалевки, очертания глаз. Далее их уже хорошо раскрашу. Это нужно для того, чтобы бледно-фиолетовым нам знать, где прорисовать брови нашей коровы. Обязательно растушевываю этот фиолетовый, сиреневый. Просушила промежуточно, набираю темно-фиолетовый чернильный на кончик кисточки и тонко обрисовываю по контуру уха и саму мордочку коровы и размываю, растушевываю топом от центра уха и краю. Растушевываю, пройдусь вот так вот штрихами, чтобы придать такую пушистость этому ушку. И обязательно размою вот эту внутреннюю сторону, только по кончикам, чтобы была вот эта пушистость. Также темным вот этим чернильным прорисовываю как бы вот этот чубчик на голове будет у коровы. Растушевываю точно так же топом. Белым гель-лаком рисую немножечко шерстку, вот такие волоски по краю. Вот здесь вот где рога, тоже фиолетовая шерсть у нее. Если где-то толстая, то шерсть прокрасили, можно вытереть сухой кистью или кистью, смоченной в обезжиривателе. Я промежуточно просушила несколько секунд и белым гель-лаком добавила вот такой вот белой еще шерстки. Просушила несколько секунд, набираю темно-фиолетовый и прорисовываю таким образом рот, как бы улыбку этой коровы. Топом немножечко размываю и придаю тем самым такой тонкий контур, где подбородок коровы точно так же обвожу темно-фиолетовым и топом растушевываю немножечко этот контур. Промежуточно подсушила, делаю тень под мордой, под скулами коровы, просушиваю несколько секунд, набираю темно-темно-коричневый и прорисовываю глаза коровы. Это такие больше овалы, где-то 1,5 мм на миллиметр. Промежуточно просушиваю, ставлю белым гель-лаком вот такие вот точки, блеск глаз получается. И на внутренних и внешних уголках глаз коровы ставлю тоже белым, как бы белки показываю глаз коровы. Придаю тем самым больше объем. И век, вот такой немножечко приспущенный век прорисовал белым. Просушил промежуточно и фиолетовым обрисовываю, рисую реснички. Это всего 3 такие тоненькие как бы полосочки линий. Вниз немножечко такие опущенные ресницы у коровы. И вот уже наша коровка такая более женственная получается. Наберу еще чуть больше фиолетового, обрисую брови, обязательно растушую, как бы более выразительные, чтобы глазки получились у коровы. И вот такая вот красотка у нас уже получается. Промежуточно просушила 10 секунд. Добавлю немножечко теней около глаз. Обязательно растушевываю плавно. Добавлю еще под скулы немножечко теней. Промежуточно подсушиваю. Смешиваю бежево-розовый с белым и с топом. И прорисую вот такой блик получится на носу. Как бы он такой, чтобы побольше блестел визуально. Растушевываю. И вот корова у нас практически готова. Точно так же добавлю еще по рогу, чтобы более такой объемный казался рог. Сушу 10 секунд и добавлю еще все же каких-то таких элементов в ноздрях, чуть более светло-коричневые, такие вот овальные как бы точки поставлю. Промежуточно подсушиваю. Белым гель-лаком по контуру с левой стороны обвожу рог. Второй практически не видно, для большей четкости. И теперь хорошо окончательно просушиваем этот рисунок минимум 1 минуту. Я перекрываю глянцевым топом. Под глянцевым мне как-то больше она понравилась, она получается как-то поживее. Хотя можно и матовым, кому как нравится. Просушиваю 60 секунд. Мне показалось эта корова скучноватой, какой-то нищей, и я решила добавить ей такой золотой колокольчик. Прорисовываю краской для поверхностного дизайна без липкого слоя золотой. Вот такой вот колокольчик. Его тут не сильно видно. Просушила 1 минуту и втерла золотую втирку. У меня это благородное золото. Излишки втирки смахнула кистью. Можно было оставить, конечно, без этого колокольчика. Его тут не особо видно, но с ним вот такая вот изюминка поблескивает.
очень красивенько получилось. Прокрасила топом, запечатала эту втирку, просушила 1 минуту и вытерла салфеткой, смоченной в спирте, от остатков втирки. Корова действительно получилась такая очень милая, женственная и достаточно благородная. И подборочка фиолетового новогоднего дизайна готова в стиле шоколадки Милка. Думаю, этот дизайн достоин быть новогодним именно маникюром. Здесь достаточно и блеска, он необычный, он не избитый, очень стильный такой дизайн. Не обязательно сочетать в одном маникюре все эти 5 ноготков. Это я вам для идеи, а между собой можно сочетать как угодно. Можно сделать кошачий френч и сделать по одному ноготку с надписью или коровой. То есть вариантов, как обычно, бесконечность. Между собой можете сочетать как угодно. Если это видео вам понравилось или было полезным, не забывайте ставить лайки, мне будет очень приятно. А также не забывайте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные идеи.